сразу тогда сошлемся на экономическую теорию, чтобы долго не рассуждать. То есть почему война не может ускорить экономический рост? Потому что, значит, начнем от печки. Что такое экономика? Это процесс обеспечения человека себя необходимыми для жизни ресурсами. Так как потребности у человека бесконечное количество, никогда не заканчиваются, потребности только растут, неважно, как быстро вы их удовлетворяете, то для того, чтобы удовлетворять все больше и больше потребностей, а именно так устроена логика человека, так устроен человек, он по-другому не может, кроме того, как к этому стремиться. Это, собственно, и называется стремлением к счастью. То так как ресурсов мало, а потребностей не заканчиваются, ресурсы необходимо производить, все новые и новые ресурсы. Ну, в рыночной экономике можно условно сказать, что ресурсы – это как раз вот те самые товары и услуги, которые человек получает и с помощью них удовлетворяет свои потребности. Так вот, что значит рост экономики? Рост экономики – это значит, человек имеет возможность удовлетворять все больше и больше своих потребностей, то есть ему доступно все больше и больше товаров и услуг. Как это обеспечить? Это обеспечить можно только за счет роста производительности труда, больше никак не обеспечить. Но рост производительности труда определяется только одним – количеством капитала, который используется в производстве. То есть количеством средств производства, сырья, материалов, комплектующих, то есть всего, что произведено трудом человека в каких-то других производствах, но не используется не для непосредственного потребления, а используется для производства других продуктов. То есть я уже неоднократно говорил, что одно дело вы руками яму копаете, если у вас появился капитал в виде лопаты, у вас производительность увеличивается, если капитал еще стало больше, теперь он выглядит в виде экскаватора еще больше и так далее, то есть ваша производительность растет. Так вот, рост экономики, он определяется ростом капитала, который в этой экономике находится. Да, это еще зависит не просто так от валового количества капитала, а о том, как организована производственная структура общества, сколько этапов производства, но все равно вы не сможете создать более длительную производственную структуру или больше этапов производства без дополнительного капитала. Чтобы создать новый этап производства, вам нужен опять тот же самый капитал. То есть завод, условно говоря, из чего-то должен быть построен, да, из чего-то состоять. А все это необходимо произвести. Так вот, поэтому можно сказать, что рост экономики – это рост капитала или капитальных средств, которые в этой экономике используются. Так проблема с войной состоит в том, что война уничтожает эти самые капитальные ресурсы. То есть фактически, если у вас было какое-то n количество капитала или n количество условных капитальных ресурсов, то в результате войны у вас их встает там n делить на 10, например, 10 раз меньше. И это просто снижает производительность труда, количество товаров и услуг производится меньше, экономика сразу падает. И здесь никакого нет роста. То есть даже если мы учитываем, что производится больше каких-то там гаубиц, снарядов, даже самолетов, то это не говорит о том, что больше становится средств производства. Потому что они, даже если их считать условно средственными производственными ресурсами для предоставления услуги по защите и обороне, то все равно не производятся и уничтожаются. А все остальные потребности людей, кроме вот этой обороны, все ресурсы, все средства производства, которые для этого предназначены, они просто уничтожаются. Здания, сооружения, заводы, фабрики, автомобили, все это уничтожается. И поэтому экономика война приводит не просто к торможению экономического развития, а к падению экономики, даже не экономического роста, к падению, то есть не к замедлению, а просто к падению. Поэтому и потом, когда начинается восстановление, допустим, война закончилась, начинается восстановление экономики, то еще много-много лет просто восполняется или восстанавливается тот запас капитала, который был до начала войны. И только через несколько лет экономика выйдет на то же количество капитала, будет иметь, какое она имела до начала войны. И только потом уже экономика по ее размеру будет превышать довоенную. Поэтому в этом смысле все, к чему привела война, только к тому, что экономика, допустим, должна... если предположить, что в Украине не было бы войны, и экономика Украины к 2050 году должна представлять из себя по величине какую-то экономику. Так вот, в результате войны она просто будет меньше в 2050 году. И все. Причем даже может меньше, чем была до войны.
Если даже будет она больше, чем была до войны, то все равно меньше, чем была бы, если бы войны не было. Поэтому, если мы понимаем, что рост экономики определяется количеством капитальных ресурсов, а это, повторю, автомобили, здания, дороги там, и так далее, и так далее, и так далее, не знаю, там, отвертки, дрели, станки, все что угодно, все, что используется в производстве. Так это все уничтожается, то есть бомбится ракетами, там, бомбами, минами, там, всем чем угодно. Плюс, ну, то есть тут даже можно продолжать этот анализ, потому что раньше там все население Украины, значит, работало, производило какие-то товары и услуги, в том числе производило средства производства, а сейчас, значит, практически все сидят в окопах, то есть не производят этого ничего. То есть мало того, что сейчас разрушаются средства производства, еще и не, значит, количество вновь производимых средств производства резко уменьшилось. И поэтому все, к чему приводит война, это, ну, в краткосрочной перспективе прямо сейчас это просто к падению экономики, сжиманию экономики, к убийству экономики. Если мы рассмотрим долгосрочную перспективу, то есть период, в том числе и который захватывает то время, когда война закончилась, и какое-то количество лет потом, то мы просто будем наблюдать, что экономика доросла до меньшей величины, чем могла бы дорасти к какому-то году, если бы войны не было. Поэтому нет, война не ускоряет и не может просто, в принципе, там, ни теоретически, ни гипотетически никак не может ускорить рост экономики. Развитие отдельного предприятия, да, может, то есть, сделать его богаче. Но это так, как любое государственное регулирование. То есть, например, если мы возьмем пресловутую защиту отечественного товаропроизводителя или предоставление монопольного положения какой-то компании. Да, конечно, эта компания будет прямо сейчас чувствовать себя или отрасль лучше, но только за счет того, что все остальные будут чувствовать себя хуже. То есть не может, вообще никакое государственное регулирование не может ускорить экономический рост, там, улучшить условия для экономического роста. Ну, а война – это фактически тоже государственное регулирование, да, то есть только государственное регулирование сразу там с двух сторон, да, двух государств. То есть одно государство решило, значит, на этой территории подрегулировать как-то по-другому, другое государство решило, нет, мы хотим регулировать так, как регулировали. И, собственно, ну, кстати, получается красивая аналогия, потому что когда одно государство только эксплуатирует экономику, она тормозит экономический рост, да, теперь получается сразу два, ну, во всяком случае, те территории, которые оккупируются, или те, на которых идут боевые действия, сразу два государства, значит, регулируют этот процесс, и поэтому экономика там в 2 раза сильнее тормозится, но фактически в буквальном смысле уничтожается. Поэтому не может война ускорить экономический рост никаким образом. Просто потому, что уничтожаются капитальные ресурсы существующие, а новые капитальные ресурсы производятся намного медленнее, во всяком случае в этот период во время войны.